Всем привет! Меня зовут Янина. Я основатель проекта «Каратели Беларуси». С помощью неравнодушных белорусов мы срываем маски с преступников и приближаем День справедливого возмездия. Спасибо вам огромное, что продолжаете присылать свидетельства о действиях подонков. Ни один из них не должен остаться без внимания. Если вы знаете кого-либо из фигурантов, чем занимается и чем дышит, присылайте. Все пойдет в работу. Ссылки в описании. Мы много внимания уделяем исполнителям, тем, кто непосредственно мучает и издевается над задержанными, кто фальсифицирует протоколы и отдает преступные приказы. Запятнаны, пусть и в разной степени, вообще все, от простых участковых до гестаповцев из ГУБОПа. Но среди всего зверинца правоохранительной системы есть особая категория, для кого предусмотрен отдельный котел в аду. Формально они никого не тронули даже пальцем, никого не били и не пытали. Но они те, кто дает право совершаться творимому беспределу. Это судьи. Те, кто должен быть последней линией обороны закона, кто обязан быть честен, беспристрастен и порядочен. То есть быть такими, кем белорусский судейский корпус точно не является. Они отправили десятки тысяч белорусов за решетку, не требуя доказательств, принимая написанные под копирку протоколы от свидетелей в масках. Они игнорировали заявления о пытках от избитых и покалеченных людей. Они разлучают семьи и обрекают людей на годы страданий. И что самое страшное, как юристы они прекрасно понимают, что творят, ведь практически любое дело при нормальном рассмотрении материалов просто разваливается на глазах. Но это не мешает им штамповать конвейером обвинительные приговоры, ведь Лукашенко гарантирует им сытую жизнь и блага от государства. Итак, топ-3 судейского корпуса. Первый номер списка – Шабуня Виктория Валерьевна, судья суда Центрального района Минска. Эта блондинка с писклявым голоском хорошо известна всем, кто имел хоть отдаленное отношение к политике в Беларуси. Через нее прошли без преувеличения сотни активистов за последние годы. Конечно, с таким послужным списком она не могла не отличиться в период протестов. Шабуня молотила приговоры как по административным, так и по уголовным делам. Отличительная черта ее заседаний – делать серьезную мину, внимательно выслушивать обвиняемого, сочувственно задавать вопросы, будто собирается всерьез разбираться, а потом возвращаться и спокойно зачитывать максимально возможное наказание. Вот такая лицемерная дрянь. Второй номер списка еще более гнусный персонаж. Это Трусевич Максим Леонидович, судья суда Первомайского района. Известен своими стахановскими темпами. Выносил по 20 приговоров в день. Какое при этом было качество рассмотрения, даже и говорить не надо. Этот рекордсмен вынес более 3000 суток арестов. Кроме того, он отличился и в уголовных процессах. Так, он приговорил к 4 годам колонии студента БГУ, призера Олимпиад и стипендиата Фонда поддержки молодежи Евгения Калиновского. Еще одно известное дело – он дал 5 лет колонии минчанину Никите Харловичу. Он рассказал в суде о том, как его избивали сотрудники гестапо. Послушайте его показания. После беседы с оперативниками они, видимо, разозлились чем-то, начали ругаться и говорить, что я совсем оборзел, что я самый умный. Меня ударили в голову. У меня потемнело в глазах. Меня продолжали избивать. Когда это все прекратилось, то сказали, что утри ему слюни. Мне сказали, что если не хочу повторения, то я должен сказать, что я хотел кинуть бутылки на дорогу, чтобы задержать какой-то транспорт, чтобы они не попали на работу и начали забастовку. Смутило ли это трусливого подонка Трусевича? Поставил ли он под сомнение бумаги, что ему принесли гестаповцы? Конечно, нет. Но в чем Трусевичу повезло? Его будет судить нормальные судьи. И его жалобное влияние в суде будет проверяться согласно законным процедурам. Третий, но не последний фигурант нашего списка – Корсюк Дмитрий Федорович. В чем его особенность? Он достаточно молодой говнюк, 1995 года рождения, который решил сделать карьеру на политических делах. Ведь он был назначен судьей в октябре 2020 года и не мог не понимать, чем ему придется заниматься. Он установил своеобразный рекорд по уголовным наказаниям. Он отправил в колонию и на химию более 2 десятков человек. Например, он дал 4 года колонии усиленного режима минчанину Павлу Лукьянову за то, что он демонстративно стоял на мусорном контейнере в ночь с 10 на 11 августа у Риги. Причем рассмотрение дела заняло у него всего 1 день. Утром начали, а в 4 часа уже был готов приговор. Чудеса, да и только. И подобных решений у него десятки. В анамнезе Корсюка много пакостей и помельче. Одних только суток он раздал почти на 2500. Он же дал 15 суток Ольге Хиженковой, когда ее 1,5 месяца продержали в тюрьме, вешая один административный протокол за другим. Он приговаривал к крупным штрафам жителей Лебяжьего за то, что они вышли во двор со своими детьми и остановились послушать рождественскую музыку. Страшное преступление. Правда?
Такое рвение Дмитрия Федоровича объяснить можно. Служебная квартирка сама себя не получит, да и на повышение пойти хочется. Но что-то мне подсказывает, что помимо начальства, такое рвение по достоинству оценили и простые белорусы, и хорошо его запомнили. А вместо морали сегодня будет немного искусства. Фландрия, город Брюгге. 15 век. Муниципалитет заказывает художнику Герарду Давиду оформление зала судебных заседаний для ратуши. Судьи в те времена были хорошо оплачиваемыми и уважаемыми людьми, но взамен на них накладывалась большая ответственность быть честными и справедливыми. Художник взял за основу историю персидского судьи Сисамна. Он был влиятелен, богат и пользовался доверием местного правителя Камбиса. Но однажды, позарившись на деньги, Сисамн совершил должностное преступление и вынес несправедливый приговор. Царь Камбис пришел в ярость и в соответствии с нравами того времени приказал содрать с судьи кожу. Причем не просто содрать, а затем выдубить, нарезать из нее ремней и обтянуть ими судейское кресло, чтобы следующий судья знал, на чем месте он восседает. Получившийся дипсих, это произведение из 2 картин, получил лаконичное название «Сдирание кожи с продажного судьи». И он висел в зале суда города Брюгге для напоминания, кому служит судья. Закону и обществу, а не интересам конкретных деятелей, кто их подкупает подачками и льготами. Конечно, наших фигурантов ждет не сдирание шкуры, а нормальный современный суд, который оценит их служебное рвение по достоинству. Здесь даже отдельный закон о люстрации не нужен, все предусмотрено действующим законодательством. Статья 395 УК РБ «Фальсификация доказательств» до 7 лет лишения свободы. Статья 392 УК РБ «Вынесение заведомо неправосудного приговора» до 10 лет лишения свободы. Статья 393 «Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного» тоже до 10 лет. Так что все будет хорошо. Подписывайтесь на канал, присылайте свежую информацию и скоро увидимся. Живе Беларусь!